Третий век был тяжелым периодом для Римской империи. Ее раздирали гражданские войны и нашествия варваров. Тогда начался закат славы Рима. Престиж центральной власти упал, и огромное государство разделилось на западную и восточную части. Пока Римская империя преодолевала кризис, многочисленные германские племена на северных границах государствах начали объединяться в крупные племенные союзы. Римский и германский мир находились в состоянии равновесия, но вторжение гуннов кардинальным образом изменило ситуацию. В IV веке часть гуннов мигрировала из Средней Азии на запад. Причинами этого переселения стали изменения климата, давление со стороны других народов и банальная жажда богатства. К 350 годам гунны пересекли Волгу, а через 20 лет уже появились на границах Римской империи. Первыми под каток гуннов попали причерноморские аланы. Далее, в течение нескольких лет, гунны нападали на королевство готов. Спасаясь от степных завоевателей, волны германских племен лавиной покатились на запад, наседая друг на друга, как в эффекте домино. Началось великое переселение народов. В 376 году вестготы пересекли Дунай и в битве при Адрианополе уничтожили армию Восточной Римской империи. Зимой 406 года вандалы, ланы и свевы форсировали Рейн и начали бесчинствовать в Галлии. 4 годами позже вестготы добрались до Рима и первый раз разграбили его. В 423 году, после смерти западного императора Гонория, трон захватил узурпатор Флавий Иоанн. Однако его власть оставалась весьма шаткой. Иоанну нужны были лояльные воинские части, и он отправил к царю гуннов Руа посольство с золотом, чтобы завербовать среди гуннов наемников. Это посольство возглавил Флавий Аэций, выходец из римской военной аристократии, который провел у гуннов несколько лет в качестве заложника и обладал полезными связями. Когда он возвратился, императором Рима уже был 7-летний Валентиниан, но реальная власть находилась в руках его матери Плацидии. В обмен на признание ее сына императором, Аэций получил пост командующего армией в Галлии. В 20-х годах V века Галлия находилась в состоянии постоянного хаоса. Вестготы, осевшие в Аквитании, активно расширяли свое королевство. Франки и бургунды преодолели Рейнскую пограничную линию, а багауды провозгласили свою власть в Армарике. Полагаясь на наемных гуннов, Аэций в течение 10 лет наводил в Галлии порядок. К 440 годам, благодаря его усилиям, в Галлии установилось затишье. Но в 433 году на востоке умер союзник Аэция, царь гуннов Руа. Его наследниками стали племянники Бледа и Аттила. Вскоре Бледу постиг несчастный случай на охоте. Не исключено, что Аттила подстроил убийство своего двоюродного брата. Для укрепления своей власти Аттила перешел к крайне агрессивной внешней политике и запретил гуннам поступать на военную службу к Риму. В ходе 2 походов гунны опустошили Балканы, чуть не захватили Константинополь и к 448 году взимали с Восточной империи дань в размере 3 тонн золота. Когда Дунайское пограничье было окончательно разорено, взор Аттилы обратился на Западную империю. Аттила ждал удобного повода для вторжения, и вскоре он появился. Сестра императора Валентиниана Гонория после серии придворных интриг была выдана замуж по расчету. Недовольная своим положением, Гонория отослала Аттиле письмо с просьбой о спасении, приложив к нему именной перстень. Это послание Аттила истолковал как предложение руки и сердца и потребовал у Валентиниана в качестве приданого половину Галлии. Когда же из Равенны пришел отказ, Аттила во главе армии гуннов и своих германских вассалов выступил в поход, чтобы силой отобрать якобы причитавшиеся ему земли. Весной 451 года Аттила переправился через Рейн. Под его началом была многотысячная армия, и обеспечить ее достаточным количеством еды было нелегкой задачей. Чтобы предотвратить проблемы с логистикой, войско гуннов должно было постоянно находиться в движении, подвергая грабежу сельскую местность и города. Сначала в апреле 451 года гунны захватили и разграбили Мец. Далее разрушили Реймс, Майнц, Страсбург, Кёльн и Трир. С апреля по июнь 451 года армия Аттилы двигалась широким фронтом от Меца в сторону Орлеана. Тем временем Аэций вел срочные переговоры с вестготами и аланами, надеясь сколотить антигунскую коалицию. Общая опасность временно соединила бывших соперников. Однако, чтобы собрать большое войско, Аэцию требовалось время. К июню 451 года основные силы Аттилы достигли предместья Орлеана, который в то время назывался Аврелианом.
Король аланов Сангибан в страхе перед гуннами пообещал Аттиле сдаться и передать ему в подчинение этот гальский город. Аттила осадил город, но не успел его захватить. Объединенные силы Аэция и короля вестготов Теодориха подошли к городу и укрепили его земляными валами. Штурмовать Орлеан, набитый римлянами и вестготами, было самоубийством, а длительная осада была невозможна из-за проблем со снабжением большой армии продуктами питания. Поэтому Аттила стал искать подходящее место для генерального сражения и отступил от Орлеана в сторону равнин современной Шампании. Аэций и Теодорих поспешили за гуннами и, следуя параллельными путями, соединились на каталаунских полях. Сражение произошло в местности, именуемой Маурика. Ее поля представляют собой совершенно плоскую равнину, но в 5 милях к западу от города Троа местность вспучивается, образуя холм Манге. Окрестности этого холма считаются наиболее вероятным местом битвы. 20 июня 451 года Аттила достиг берега Сены и прекратил отступление, собираясь дать Аэцию генеральное сражение на равнинной местности, подходившей для его конных лучников. Пока гунны с союзниками разворачивали военный лагерь, их передовой отряд заехал на холм Манге. Римский военачальник поручил вестготской кавалерии под командованием сына вестготского короля Тарсимунда выбить гуннов с возвышенности. По пологому западному склону вестготские всадники быстро въехали на вершину. По мере приближения вестготов гунский отряд старался выдерживать дистанцию, разделяясь на небольшие группы и изматывая врага стрелами. Вскоре у гуннов закончилось пространство для маневра, и они отступили к основным силам. Пока происходили события на холме, Аэций разворачивал остальную армию на равнине. Он хотел вступить в битву с гуннами как можно скорее, пока его временные союзники не разъехались по домам. Главной опасностью предстоящего сражения были конные лучники гуннов, чей фланговый удар мог оказаться фатальным для союзного войска. Во избежание этого Аэций построил войско так, чтобы обезопасить свои фланги. Свой правый фланг он прикрыл холмом Манге, а левый – густым лесным массивом. Вестготы Теодориха занимали правый фланг. Хотя многие из них на марше передвигались верхом, на поле боя вестготы спешивались и для защиты от стрел формировали стену щитов. Отряд Тарсимунда остался на холме Манге в конном строю, чтобы нанести удар в критический момент. Левое крыло занимали римляне, а также более мелкие отряды франков, бургундов и саксов. Они, как и вестготы, формировали стену щитов, поддерживаемую с тыла пешими лучниками и конным резервом аланов. Их Аэций поместил в центре. Поскольку аланы были ненадежными союзниками, Аэций окружил их с обеих сторон более верными частями, уменьшив риск их бегства. Войско Аттилы выстроилось на противоположной стороне поля. Аттила во главе гунских частей занял позицию в центре. Остготов он расположил на левом крыле, а гепидов направо. Франки, бургунды, тюринги, альманы, руги и герулы тоже распределились по флангам. Большая часть союзников Аттилы сражалась верхом. Установить реальную численность противников практически невозможно. Имеются лишь нереалистичные сообщения хронистов о сотнях тысяч человек с обеих сторон. Аттила до этого никогда не терпел поражений, а его армия хорошо отдохнула после долгого марша. Но Аттила был обеспокоен неблагоприятными пророчествами на битву, а отступление с холма Манге ослабило боевой дух его армии. Опасаясь поражения, Аттила не спешил начинать битву, рассчитывая, что в случае неудачи наступающая темнота скроет отход войск. Наконец, когда день клонился к закату, царь гуннов двинул свои войска вперед. Аттила планировал, что остготы на левом фланге и гепиды на правом свяжут боем вестготов и римлян, позволив гуннам прорвать позиции аланов, а затем окружить и уничтожить отряды Теодориха и Аэция. Военная тактика гуннов была весьма самобытной. В бой они бросались, построившись клином, издавая завывающие крики. Потом внезапно рассеивались, нападая в разных местах. Первые выстрелы конные лучники делали во время движения к врагу, следующие, когда отряд разделялся на мелкие группы, а последние выстрелы в момент отступления. Подобный хоровод гунны могли продолжать в течение нескольких часов, пока в стене щитов не появлялись бреши. Такая тактика оказывала сильное психологическое воздействие на римско-вестготские войска, но солдаты стойко держали позицию. От стрел их спасали большие овальные щиты скутумы, предотвращая большие потери людей. На флангах римлян и вестготов ситуация была намного хуже. Кочевые аланы не обладали традициями пешего боя, поэтому остались в конном строю, из-за чего понесли гораздо больший урон от стрел гуннов, чем их союзники.
Когда Аттила решил, что центр римско-визготской армии достаточно ослабел, он отдал приказ о начале решительного рукопашного натиска. Нападение гуннов привело аланов в еще больше беспорядок, и те поспешно стали сдавать позиции противнику. Давление со стороны гуннов было настолько сильным, что в какой-то момент между визготами и аланами образовалась брешь. Несмотря на плотную стену щитов, визготам тоже приходилось несладко. Им пришлось отражать кавалерийские атаки со стороны своих родичей остготов. Вооруженные копьями и дротиками, они обменивались ударами друг с другом. Битва была переменчивой и очень упорной. На фланге Аэтия гепиды сковали своими атаками римские части. Одновременно на этом участке двинулись в атаку германские союзники Аттилы, предпочитавшие пеший бой конному. Когда стороны оказывались в непосредственной близости, франки метали свои топоры, а также тяжелые дротики. В ответ им летел град позднеримских легких дротиков, пришедших на смену пилу. В ближнем бою солдаты первых рядов работали мечами и копьями, стараясь пробить защиту противника и нанести удар. Линия боевого соприкосновения, подобно маятнику, смещалась то в одну, то в другую сторону. Пока силы Аэтия сдерживали союзников Аттилы, на правом фланге случилось несчастье. Король Теодорих, объезжая свои войска для ободрения, был сбит с коня и растоптан ногами своих же людей. Его смерть могла сломить боевой дух союзников Аэтия. Аланы отступали все дальше, а вестготы находились под страшным давлением. Если бы они не удержали строй, союзники были бы разгромлены. В этот критический момент во фланг войск Аттилы ударил конный отряд Тарсимунда, находившийся на холме. Эта кавалерийская атака произвела сокрушительный эффект. Сражавшиеся здесь остготы попали в частичное окружение и вынуждены были прорваться назад с большими потерями. После флангового удара Тарсимунда гунны и их союзников прекратили натиск и стали отступать в сторону укрепленного лагеря. По мере отступления битва продолжалась на всем протяжении равнины. Отряды конных лучников прикрывали отход, задерживая преследователей, а затем отступали под защиту основных сил. Как и рассчитывал Аттила, поле боя постепенно погружалось в темноту, что делало дальнейшее преследование невозможным. Римляне и вестготы остались ночевать прямо на поле рядом с лагерем Аттилы. На следующий день Аэтий с лидерами союзников собрались, чтобы обсудить дальнейшие действия. Было решено взять полевые укрепления гуннов в осаду. Лагерь Аттилы теперь был отрезан от снабжения, тогда как армия Аэтия могла пополнять запасы провизии в Труа и его окрестностях. Тем временем Аттила готовился принять героическую смерть. Чтобы не оказаться в руках врага, он соорудил костер из конских седел и собирался броситься в пламя, если бы противник прорвался. Но вестготы обнаружили тело павшего короля, и Тарсимунд, ставший их новым лидером, стал настаивать на проведении штурма. Однако Аэтий не только отговорил его от этого, но и посоветовал Тарсимунду поспешно возвратиться в свои владения, пока власть над королевством не узурпировали его братья. Гуннам позволили беспрепятственно уйти. Почему римский военачальник, имея возможность навсегда покончить с гуннами, не воспользовался этим шансом? Очевидно, Аэтий опасался чрезмерного усиления готов. По его замыслу уцелевшие гунны сдерживали бы их распространение. Ведь Аэтий был хитрым политиком, приверженцем римского правила «разделяй и властвуй». Масштаб и ожесточенность битвы на каталаунских полях произвели глубокое впечатление на современников. Однако победа римлян не смогла предотвратить окончательный развал Западной империи. Зато Аэтий сохранил достижения античной цивилизации в Северной Галлии. В случае победы Аттилы они были бы утрачены. Современники заслуженно наградили Аэтия почетным эпитетом «последний римлянин». Царь гуннов так и не смог завоевать Галлию. Однако уже на следующий год Аттила вторгся в Италию, подвергнув разграблению Аквилею и Милан. Аттила хотел двинуться и на Рим, но его армия страдала от голода и чумы. К концу года гунны отступили за Дунай. Уже через 3 года после битвы на каталаунских полях большинство главных ее участников были мертвы. Тарсимунд погиб в 453 году в результате дворцового переворота. Королем вестготов стал брат Тарсимунда Теодорих II. В том же году Аттила умер на Перу по поводу своей очередной женитьбы. Смерть вождя вызвала быстрый развал его империи, сопровождавшийся восстанием германских вассалов. Возглавляемые Ардариком гепиды и другие германские племена окончательно разгромили гуннов в битве при Нидао в 454 году. С исчезновением гунской угрозы потребность в военном таланте Аэтия отпала. В сентябре 454 года император Валентиниан вызвал Аэтия в Равенну и собственноручно его убил.
Но в следующем году гунские телохранители Аэтия отомстили убийце хозяина. История античной цивилизации стремительно приближалась к своему концу. Через 23 года Западная Римская империя прекратила существование. Началась новая эпоха европейской истории.